Японские СМИ на удивление вяло и скептически комментируют блестящую победу российских фигуристов на чемпионате мира 2021 в Стокгольме. Причем восторженные оценки российских экспертов и болельщиков зачастую называются неуместными. Японцы недовольны российским триумфом и заявляют, что фигуристки выступили слабо и совершили много ошибок. Японские СМИ молчат о победе российских фигуристок в Стокгольме. Широко муссируется тема о том, что по своему уровню выступления российских фигуристок в Стокгольме были ниже, чем на внутреннем чемпионате России. Странным называется оценка российских комментаторов об историческом достижении российского фигурного катания, которое бывает раз в 100 лет. Снова появилась тема детскости российского женского одиночного катания, мелькания чемпионок, частой сменяемости команд у разных тренеров, борьбы и интриг между ними. Не очень красиво выглядит и комментарии в адрес отдельных наших замечательных чемпионок, особенно Анны Щербаковой. Так, спортивный журнал The Answer пишет: низкий уровень владения коньком у Щербаковой очевиден даже для любителя, но почему судьи не обращают на это внимания? При этом Кихира выполнила лупс идеально. Щербакова выступила хорошо, но баллов ей дали слишком много. Даже если не брать в расчет владение коньком, то общая оценка за компоненты программы не должна быть даже равной Кихире, а существенно ниже. Из интервью Щербаковой после победы новостной агрегатор Yahoo News Japan выхватывает из контекста такие слова: «Я недовольна своим выступлением. Но счастлива, что смогла добиться золотой медали. Это была моя единственная цель. Победа далась мне нелегко». Популярный спортивный сайт The Digest, практически ничего не сообщая об итогах стокгольмского чемпионата и победе российских фигуристок, публикует специальный материал: Рика Кихира сохранила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). В материале отмечается, что после чемпионата в Стокгольме по результатам выступлений за последние 3 года японка Рика Кихира заняла высшую строчку в рейтинге ISU, а Анна Щербакова стала лишь второй. Третье место за Елизаветой Туктамышевой. Она поднялась на него после серебра в Стокгольме с 11-й позиции. В японских СМИ распространилась тема об отвратительном судействе в Стокгольме и подсуживании россиянам. Японцы считают, что их фигуристку Рику Кихиру вообще засудили, поставив на 7-е место, а японскую звезду мужского одиночного фигурного катания Юдзуру Ханю незаслуженно отодвинули на 3-е место, лишив золота. Очень характерно, что в японском медиапространстве почти нет фотографий российских чемпионов. Спортивные издания в основном публикуют фото японских фигуристок Рики Кихиры и Каори Сакамото 6-е место и одиночника Юдзуру Ханю. Но справедливости ради следует отметить, что среди комментариев японцев все же встречаются и вполне объективные суждения. Команда фигуристок у России очень сильная. И победить ее сейчас нелегко. Считаю, что выступление Анны Щербаковой в короткой программе достойно того, чтобы остаться в истории. Если Пекинская Олимпиада состоится, то русские фигуристки снова займут весь пьедестал почета. Комментарий японских читателей. Российских фигуристок победить нелегко. Они постоянно растят новых молодых спортсменок. Например, Камила Валиева. Она уже идет на смену Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Только по возрасту сможет она выступать на Пекинской Олимпиаде. А ставка на нее большая. Она уже обладает балетным катанием Щербаковой и прыжковой смелостью Трусовой. Какая у русских жестокая конкуренция между фигуристками и какая короткая у них спортивная жизнь. Может, пора ввести ограничения на детскость фигуристок? Ведь такие нагрузки в детском возрасте при несформировавшемся еще организме калечат его почище любого допинга. В конце концов, это в интересах здоровья спортсменов. Выступление россиянок на чемпионате мира слабее, чем на национальном чемпионате России. Все они совершили немало ошибок. Лучше других с нервами справилась Анна Щербакова. Не подалась молодежи ветеранша Елизавета Туктамышева. Заявившая 5 квадов Александра Трусова исполнила из них только 3. Все 3 россиянки выступили неплохо.
Но ко времени Пекинской Олимпиады Анна Щербакова, скорее всего, станет второй Евгенией Медведевой. А Камила Валиева станет второй Алиной Загитовой. Это не совсем полноценный чемпионат мира. Многие страны отказались от участия, поэтому россиянки и оккупировали пьедестал почета. Следующий чемпионат должен стать настоящим. Как эта китайская спортивная пара умудрилась проиграть россиянам? Я люблю китайскую пару, и для меня это шок. Ну вот и наша Лиза Туктамышева, которая уже далеко за 20, добралась до серебряной медали. С прыжками у нее никак, но катается она красиво. Россиянки выступили неплохо, но складывается такое впечатление, что они выступают только ради медалей. А вот Лиза Туктамышева каталась для себя. Меня не оставляет такое впечатление, что все россиянки выступают, как в последний раз. Возможно, это невежливо по отношению к японским спортсменкам, но они, видимо, думают, что у них этих разов будет еще много. Отсюда и их слабости. У России одна за одной появляются талантливые фигуристки. Однако, если складывается такая ситуация, что одна страна может монополизировать пьедестал почета, правила нужно менять. Скорее всего, нужно ввести ограничения по возрасту для участия юных фигуристок во взрослых соревнованиях. Российские фигуристки неплохие, но я против искаженного судейства. Ошибки нужно наказывать у всех, в том числе и у россиянок, и американок. Грубая ошибка Анны Щербаковой на Лутсе, непонятные оценки у Елизаветы Туктамышевой, произвольная программа Александры Трусовой, состоящая исключительно из 5 квадов. 2 сорваны. Если попросить судей объяснить такое судейство, смогут ли они это сделать? Выступления россиянок неплохие. Но нет той красоты скольжения и содержания программ, как раньше. Вся ставка на прыжки. Конечно, у России сильная команда. Но Японии нужно этот барьер преодолеть. На Пекинских Олимпийских играх. Раньше российские фигуристки даже не помышляли о медалях. А теперь вот как поменялась ситуация. И россиянки, и японки катаются отлично. Не надо делить. А я считаю, что выступление Анны Щербаковой в короткой программе достойно того, чтобы остаться в истории. А о несправедливом судействе судачат между собой одни бабушки. В этой России только теневая экономика, коррупция и допинг. Никакой симпатии к ней нет. Победим этих русских. Смех. Если Пекинская Олимпиада все же состоится, то русские снова займут весь пьедестал почета.